Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Это история о том, как секунды складываются в минуты, а минуты — в судьбу. О том, что тишина может быть громче крика, а холод — честнее тепла. Март в этих краях никогда не был весной. Это было лишь затянувшееся, изможденное продолжение зимы, когда снег превращался в серую кашу, а воздух становился таким влажным, что его, казалось, можно было пить. Но вода в лесном пруду была другой. Она была первобытной. Белая кошка не помнила, как оказалась в воде. Память сохранила лишь скользкий край пристани, резкий толчок и оглушительный всплеск. Теперь мир сузился до размеров одной старой трухлявой доски. Холод перестал быть просто физическим ощущением. Он стал тяжестью, огромным невидимым зверем, который уселся ей на плечи и тянул вниз, в вязкую черноту. Вода забирала тепло по капле, по миллиметру. Сначала исчезли задние лапы. Они онемели, превратившись в два бесполезных якоря, тянущих ко дну. Остались только когти передних лап. Они глубоко вошли в размокшую древесину, удерживая ее на самой грани между бытием и исчезновением. Она не кричала. Кошки редко просят о помощи, когда смерть стоит за плечом. Они принимают ее с достоинством, которое недоступно многим людям. Лишь изредка из содрогающегося горла вырывался хриплый, короткий звук. Это не была мольба, это была констатация факта. Я все еще здесь. Я все еще борюсь. Над водой стлался туман. Он скрывал берег, превращая пристань в остров, затерянный в нигде. Кошка смотрела в эту серую пустоту, и ее зрачки, расширенные от шока, казались двумя бездонными колодцами. Каждый вдох давался с трудом. Мокрая шерсть весила целую тонну, а сердце билось все медленнее, словно заводной механизм, у которого заканчивался завод. Алексей жил по расписанию не из любви к порядку, а из внутренней необходимости чувствовать ритм жизни. В 5:40 утра он всегда закрывал за собой тяжелую дверь подъезда. В это время мир был настоящим, без масок, без сует, без фальшивых улыбок. Он шел к лесному пруду. Название было старым, как и сам Алексей. Леса здесь не было уже лет 30. Его вырубили под застройку, оставив лишь чахлые березы и изрытый берег. Но пруд жил. Утро пахло сыростью и горьким дымом. Кто-то в частном секторе неподалеку уже затопил печь. Алексей дошел до пристани. Старые доски жалобно скрипели под его тяжелыми ботинками. Он остановился, чтобы поправить шарф, и в этот момент тишина лопнула. Звук был тихим. Скрежет когтей по дереву и этот странный надтреснутый выдох. Алексей присмотрелся. В 10 метрах от него, на самом краю обломанного настила, белело пятно. Сначала он принял его за клочок пены или забытую тряпку, но пятно шевельнулась. Белая голова, прижатая к дереву, и глаза. Огромные, полные какого-то запредельного, космического спокойствия. «Господи!» — выдохнул он. Он бросил сумку и кинулся к краю. Лег на живот, чувствуя, как ледяная влага пропитывает куртку. Он потянулся к ней, но доски были слишком ненадежными, а расстояние слишком большим. Кошка посмотрела на его руку. В ее взгляде не было надежды.
только усталое ожидание. Она знала, что ее время вышло. Одна ее лапа дрогнула, когти с противным визгом соскользнули с мокрого дерева, и она погрузилась в воду по самую шею. «Держись! Слышишь? Только не отпускай!» Алексей вскочил. Он знал, что не дотянется. Ему нужна была опора. В багажнике его старой машины, припаркованной у въезда в парк, лежала буксировочная веревка. Он бежал так, как не бегал в юности. Легкие горели, ноги вязли в грязи, но в голове стучала только одна мысль. Только бы успеть. Только бы она не разжала лапы. Когда он вернулся, запыхавшийся и бледный, кошки почти не было видно. Только кончики ушей и нос над поверхностью черной воды. Алексей действовал быстро. Он обвязал веревку вокруг ближайшей надежной сваи, скинул тяжелую куртку и, оставшись в одном свитере, шагнул в воду. Холод не просто обжег, он парализовал. На секунду Алексею показалось, что его сердце остановилось, превратившись в кусок льда. Вода заходила в сапоги, поднималась выше, к коленям, к бедрам. Дно было илистым и скользким. «Все, маленькая, все», — шептал он сорванным голосом. Он перехватил ее в тот момент, когда когти окончательно сдались. Она была тяжелой, как свинец. Выбравшись на берег, Алексей упал на колени прямо в грязь. Кошка не двигалась. Она была похожа на комок мокрой ваты. Изо рта вытекала темная вода. Он не был ветеринаром, но знал, что делать. Перевернул ее, аккуратно надавил на грудную клетку. Раз. Еще раз. Ну же, не смей. Только не сейчас. Тишина. Секунда, вторая, третья. И вдруг резкий болезненный кашель. Кошка содрогнулась всем телом, выплевывая воду. Она сделала первый судорожный вдох, похожий на всхлип. Алексей завернул ее в свою сухую куртку и прижал к груди. Только теперь его накрыла дрожь. Крупная, неуправляемая. Она била его так, что стучали зубы. Он шел к машине, баюкая этот белый сверток, и чувствовал, как сквозь слои ткани пробивается едва заметное слабое тепло чужой жизни. В клинике было слишком светло. Запах антисептиков и яркие лампы резали глаза. «Шансов мало», — сказала врач, осматривая маленькое тело под капельницей. «Температура критическая. Воспаление легких почти гарантировано. Но она борется». Удивительно. Алексей просидел в коридоре 3 часа. Ему принесли горячий чай, но он не мог его пить. Руки все еще не слушались. Он думал о том, что если бы он задержался дома на минуту дольше, если бы завязал шнурки чуть медленнее, на пристани осталась бы только пустая доска. Утром он позвонил в клинику. «Ваша пациентка пришла в себя». Голос врача звучал бодро. И знаете, она уже начала проявлять характер. Пыталась зашипеть на медсестру, когда та меняла повязку. «Характер?» — Алексей улыбнулся впервые за сутки. «Это хорошо. Характер — это значит, она решила остаться». Он забрал ее через неделю. Назвал Снежкой. Имя казалось банальным, но в нем была какая-то крепость, как в первом ноябрьском льду. Дома Снежка вела себя как полноправная хозяйка, пережившая великую битву. Она не была ласковой кошкой-игрушкой. В ее взгляде осталось то мартовское утро, глубокое, серьезное, немного отстраненное. Она панически боялась воды, даже звука льющегося крана, но со временем страх трансформировался в осторожность. Она установила свои ритуалы.
Ровно в 18:00 она садилась у двери, ожидая Алексея с работы. Она никогда не мяукала, требуя еды. Она просто смотрела, и в этом взгляде было больше смысла, чем в любом шуме. Иногда, по вечерам, когда Алексей читал, она запрыгивала на диван и ложилась у его ног, подставляя живот. Это был высший дар, который она могла предложить. Знак абсолютного безграничного доверия. Прошло 3 месяца. Жизнь вошла в спокойную колею, пока однажды на пороге не появился Игорь. Алексей знал его. Бывший сосед по району, человек с бегающими глазами и вечной полуухмылкой. Игорь стоял у двери, переминаясь с ноги на ногу. «Слушай, Лёх, говорят, ты ту белую подобрал? У пруда?» «Ну...» — коротко ответил Алексей, не приглашая его войти. «Да это моя вообще-то. Случайно вышла, ну, понимаешь. Кошка молодая, дурная. Прыгнула, я думал, все, конец ей. Холодина же такая была. Думал, не выживет, честное слово. Ну, раз живая, давай назад. Дети привыкли». Алексей посмотрел на Снежку. Она сидела в глубине коридора, вытянувшись в струнку. Ее хвост нервно дернулся, а в глазах на мгновение мелькнуло то самое оцепенение, которое он видел на пристани. Он вспомнил скрежет когтей, вспомнил, как ее тело превращалось в лед, и вспомнил, что Игорь в то утро, скорее всего, просто стоял на берегу и смотрел, как она тонет, прежде чем развернуться и уйти домой, в тепло. «Нет», — сказал Алексей. Голос его был тихим, но в нем лязгнула сталь. «В смысле нет?» — Игорь возмутился. «Ты чего, чужое присваиваешь? Я тебе за лечение накину». «Нет», — повторил Алексей, делая шаг вперед. «Она не твоя. У нее нет хозяина. У нее есть только жизнь, которую ты бросил в воде. Уходи». Когда дверь закрылась, в квартире воцарилась тишина. Снежка медленно подошла к Алексею и потерлась головой о его ладонь. Это было первое спасибо за все время. Иногда в тихие выходные они ходили к пруду. Алексей больше не боялся этого места. Теперь это было место их встречи. Снежка сидела на траве, на безопасном расстоянии от воды и смотрела на пристань. Те же старые доски, тот же серый горизонт. Но теперь над прудом светило солнце, а в кустах суетились воробьи. Алексей гладил ее по густой чистой шерсти и думал о странной математике жизни. В тот день он вышел из дома ровно в 5:40. Не в 5:45 и не в 6:00. Миллионы случайностей сошлись в одной точке, чтобы две одинокие души не разминулись в тумане. Мир по-прежнему был холодным и иногда несправедливым. Но теперь у них обоих был дом. И когда Алексей смотрел на Снежку, он знал, пока кто-то готов прыгнуть в ледяную воду ради другого, в этом мире все еще есть смысл.